Приветствую всех на своем канале. Я очень рада, что вы заглянули, а на этот раз вас ждет прогулка по Таллину. Приятного всем просмотра. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ведь это очень вдохновляет. И каждому подписчику я радуюсь, словно ребенок. Ну, примерно так. Спасибо, 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 спасибо. На этот раз мы путешествовали вчетвером. Моя постоянная компаньонка, подруга Наталья и моя дочь с зятем. Поэтому и номер нам нужен был побольше. Мы выбрали отель Ревелтон Сьют Таллин, апартаменты Мята. Одна ночь стоила 148 евро. Путешествовали мы на машине, поэтому стоянка была необходима. Закрытая стоянка в отеле стоит 4 евро за день. Вход в комнату тоже по коду. Заходим вот в наши шикарные апартаменты. Коридор такой большой. Все так беленько, красивенько. Называется Минт. Наши апартаменты. Шкаф тут сбоку. Прямо туалет, ванная, душевая, ванная. Есть стиральная машинка автоматическая. Пока все нравится. Посмотрим. Вот. С кухонькой тоже есть все. И чайник, и микроволновка, и плита, и посудомойка, кстати, тут где-то есть, было написано. Диван и двухспальная кроватка. Барная стоечка, туалетный столик. Телек, который, как всегда, мы смотреть не будем. И в первый раз. Ну, в общем, очень красивые апартаменты, светлые, уютные, все есть. И не теряя времени, мы пошли гулять по вечернему Таллину. Тем более нам надо было выбрать место для ужина, так как расстояние от Клайпеды до Таллина около 620 километров. И наш путь с короткими остановками занял примерно 8,5 часов. Великолепно сохранившийся старый город Таллина притягивает множество туристов. Но Адомская площадь со множеством ресторанов является центром старого города. Друзья, доброе утро, 5 часов, солнышко встает, день прекрасный начинается.
Смотрите, какая красота. И я встала пораньше, чтобы без людей попробовать чуть-чуть заснять Таллин, старый город. Ну, да будет нам успех! Старый город находился примерно в 9 минутах ходьбы от нашего отеля. А это, друзья, собор Александра Невского, построенный в 1900 году. Самый большой православный храм в Таллине. Внушительная колокольня с 11 колоколами. Вид просто завораживал, и я некоторое время ходила кругами и любовалась. Старый город Таллина – один из наиболее сохранившихся средневековых городов Европы. Поэтому с 1997 года он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сад датского короля. Здесь царит спокойствие и атмосфера рыцарского замка. По легенде, здесь был обретен датский флаг Даннеброг. В 1219 году на войско датского короля неожиданно напали эстонские отряды и стали их теснить. Тогда король и епископы взмолили Богу о помощи, и с небес спустилось красное полотно с прямым белым крестом. Увидев Божье знамение, датчане воспрянули духом и победили эстов. Основываясь на этой легенде, датчане считают, что их государственный флаг является самым древним в мире. Место, где с небес упал флаг, стали называть садом датского короля. Датчане правили здесь больше 100 лет, и отсюда возникло название Таллин, от эстонского «Таани-лин». Это означает «датский град». Ой, не знаю, друзья, слышно вам или нет. Вот это классно. Начинается утро. Звон колоколов. И, честно говоря, я не очень знаю, но вроде как гимн Эстонии. Ой, очень торжественно, классно. И вот такие виды. Солнышко встает. Перезвоны какие. Боже, какая прелесть. Обожаю путешествия. Поездки. Ой. А это, друзья, очень атмосферная улица со смешным названием «Короткая нога». Смотрите, друзья, как пусто в 6 утра. А вчера вечером было тут толпа людей.
В общем, как и всегда. Думаю, составлю план, пойду по плану. С чувством, с толком, с расстановкой. Но хожу по городу только с чувством. С восторгом. И получаю удовольствие. Церковь Нигулиста, бывшая лютеранская церковь. Этот храм, названный в честь покровителя всех мореходов, святого Николая, был основан немецкими купцами в XIII веке. А я, продолжая свою замечательную утреннюю прогулку, наслаждаюсь еще безлюдными старинными улочками. Церковь Оливиста – самое высокое здание, а также популярная смотровая площадка. Почти каждый старинный город окутан легендами. Одна из легенд, якобы в этом колодце в незапамятные времена жила русалка, портившая горожанам питьевую воду. Sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all Какая прелесть! Еще пустая Домская площадь. Возьму себе на заметку и в следующий раз, при возможности, находясь в другом городе, гулять рано утром. А это, друзья, самая старая церковь Таллина – собор Святой Марии или Домский собор. Она была возведена датчанами в XIII веке. Таллинская ратушная аптека – старейшая из аптек в Европе. Первая запись о ней датируется в 1422 году. Сегодня при действующей аптеке функционирует музей. А я двигаюсь дальше, открывая для себя этот прекрасный город заново. Да-да, друзья, открывая заново, так как я уже гуляла по городу несколько лет назад зимой, но это совсем другая история. Дворик мастеров. Это тихий и уютный внутренний дворик, где по сей день ценят ручные ремесла. Здесь расположены мастерские и магазинчики ремесленников. Также известное кафе «Шоколатерия». А вот фото, как переулок выглядел в 2000 году. И, конечно же, я заглянула в переулок Катарины, один из самых старых в Таллине. Было достаточно оригинальным решением повесить надгробия бывших захоронений на стены.
Собор святых Петра и Павла, возведенный в 1845 году. Это первый католический храм в Таллине. Церковь имеет форму базилики и построена в классическом стиле с двумя неоготическими башнями. Лютеранская церковь XIX века Карли. Церковь является одним из самых крупных религиозных сооружений в Эстонии. Одновременно здесь могут разместиться 1500 человек. Конечно, посетили мы представительную площадь Свободы с гордо возвышающимся монументом Победы в освободительной войне. Тут же расположена церковь Святого Иоанна, построенная в 1867 году. Однозначно для себя я открыла этот город заново и надеюсь вернуться сюда еще не раз. И вот какое интересное развлечение. Да, было бы больше времени, я бы попробовала пострелять из лука. А вот какой интересный знак увидела, представляете? Даже предупреждение вот такое. Внимание! Ну, если я правильно расшифровала, это значит, сумочки крадут. Будьте внимательны. Прикольно. Наверное, наибольшее впечатление на меня в Таллине произвела средневековая оборонительная стена с многочисленными башнями. Замок Тампеа, он же Ревельская крепость. Каждое утро на восходе солнца в сопровождении государственного гимна на самой высокой башне Герман поднимают эстонский национальный флаг. Это очень торжественно. Одна из самых известных башен – Толстая Маргарита. Над большими морскими воротами высеченный в камне герб города. Это приземистая башня высотой в 20 метров и 25 метров в диаметре. Сейчас в башне находится морской музей. Вирусские ворота – это одно из самых красивых мест города. Главный вход и символ старого города. А теперь, друзья, полюбуемся на это сказочно красивое зрелище со смотровых площадок. Сейчас я нахожусь на площадке Кохтуотса. А это вид с площадки под Кули, которая находится совсем рядом. И через несколько часов из Таллинского порта мы продолжим свое путешествие.
и, не изменяя своим традициям, перед отъездом посидели с кофем и десертами в атмосферном месте. Смело могу рекомендовать ресторан «Тройка». Цены не выше, чем в других ресторанах, но зато очень вкусно. И вот мы уже на причале, и нас ждут новые захватывающие места и города. Путешествие продолжается. Подписывайтесь, а чтобы не пропустить новый выпуск, жмите колокольчик. Всем любви и добра!